Рада вас приветствовать в своем саду. Я Светлана. Вторая половина августа до осени. Всего 2 недели. А я вам сегодня расскажу, как пересадить хвойное растение летом. Еще отвечу на вопрос про вот эту тую пирамидалис ауреа и покажу моего Тьерри Маркса по вашим просьбам. Рада вас приветствовать на своем канале. Я Светлана. Сегодня расскажу вам очень интересную, актуальную и полезную тему, как пересадить хвойное растение летом. Бывают такие моменты, что нам это сделать крайне необходимо. Допустим, как у нас, мы коммуникации стали в одной зоне сада менять, и пришлось пересаживать хвойное растение. Сразу скажу, что делать летом этого нельзя. Хвойное растение с комом земли пересаживать надо поздней осенью, ну или средней осенью, или ранней весной. В контейнерах посадка и пересадка и все манипуляции летом дозволены. Хвойные растения этого не любят. С комом земли выкапывать это не любят хвойные растения, да и вообще никакие. Но у меня уже был опыт пересадки прошлым летом в июне розы. Цветущие розы в июне месяце, пересадка, бордюры вот эти ставили. И немножко сбилась я при посадке, когда ямы для роз делала. Так что я, в принципе, не боюсь летом пересаживать растения. Сейчас я вам расскажу, как я это осуществила. Первое, что мы должны сделать, это найти нашему хвойному растению заранее место и выкопать яму. Сам процесс пересадки я показывать не буду, потому что я сделала это ровно неделю назад. Вот такую маленькую, такого размера, вот эту хвойную композицию я пересадила с другого места. Мы коммуникации там прокладывали, и пришлось ее подвигать. Взрослое растение летом вообще трогать нельзя, оно не приживется. Маленькое 50 на 50. Вы внутренне должны быть готовы, что оно у вас может не прижиться. Но если сильно надо, можете попробовать. Значит, что мы сделали? Первое, мы нашли ему место, куда мы его будем пересаживать. И заранее выкопали яму. Как я искала место? Я взяла горшок с петуньями и двигала левее, правее и смотрела из видовых точек, как мне надо его расположить. Это небольшая туя Рейнголд. Небольшая. Она карликовый, медленно растущий сорт. Очень красивая, золотисто-оранжевая, такая салатовая, красивая туйка маленькая. Я ее сюда, в эту композицию, определила. Значит, второе, что мы должны сделать. Второе, это посмотреть прогноз погоды и найти самый прохладный день или вечер. У нас жара, конечно, такая несусветная стояла. Вечером около 30. Днем 39-37, и так уже 2 недели. Но пересаживать надо было, потому что все работы во дворе, как ни странно, мы ведем летом, когда это можно сделать. Значит, что мы сделали? Выбрали хотя бы 30 вечером, чтобы было. Пересадку осуществляла я после 7 часов, даже ближе к 9 часам вечера. Еще видно так было. Что мы делаем дальше? Определились, более-менее прохладно. Заранее растения я 3 дня проливала
водой, чтобы оно напиталось влагой, и когда я выкапывала, было для него не так травматично, потому что когда мы даже с большим комом выкапываем его, даже большой, огромной лопатой, все равно мы травмируем самые главные тоненькие белые всасывающие корешки. У всех растений эти корешки самые главные. Они играют роль насосов. Они растению из почвы и влагу, и питательные вещества доставляют по вот этим тоненьким белым. И как бы мы ни старались, мы все равно при выкопке, все равно мы их повреждаем. Взяла лопату, выкопала. Что мы делаем дальше? Третье. Так, и третье. Что мы делаем? Значит, мы с комом земли, желательно как можно большой ком, посадили в нашу яму посадочную, прикопали, обязательно замульчировали, пролили водой. И сразу же по кроне и разведенный раствор. И в землю проливаем наш разведенный раствор биостимулятора какого-то, укоренителя, антистресса для растений. Я использовала Ради Фарм. Такое есть вытяжка из растений, там и микроэлементы, и аминокислоты. Они как раз что помогают? Они нашему маленькому хвойному, которого мы выдернули из земли и сюда пересадили в нужное нам место, они ему дают какой-то толчок, запас, чтобы оно, в общем, этот стресс летний пережило. Поливаем, полили. Что хорошо, что это дело все делали мы вечером. Ночью во время прохлады целых 10-12 часов у нас растение будет находиться в покое в относительной прохладной температуре и при влаге. У нас тут вокруг леса, у нас влага, конечно, прямо именно вечером и ночью все в росе, прохладно. Что мы делаем на следующий день и следующие 7 дней? Это четвертое и, наверное, самое важное. И четвертое, самое важное, что мы делаем. Почему это самое важное? Потому что следующие 7 дней наше маленькое растение будет укореняться и думать, стоит ему оставаться в вашем саду или нет. Мы берем вот такой вот овощной ящик. Я как раз тут траву собирала. Все такое. Обычный овощной ящик. Без травы, понятное дело. Переворачиваем его и накрываем во время солнечного дня. Никакие лучи солнечные у нас на растения попадать не будут. Вечером будем его снимать и убирать. И проливать обязательно по кроне обычной водой. Стимулятором больше не надо. Один раз хорошо пролили и все. Накрыли днем. Вот в такое время он стоял у меня накрытый. 4-5 дней. Я наблюдала за ним, как он себя чувствует. Оно сразу будет видно, подсохнет у него хвоя или, как он будет реагировать на все погодные условия. Может, дождик пойдет, что вообще очень хорошо. Все, днем накрываем. Вечером, как только солнышко заходит, открываем. Вот и все. Смотрим. Через неделю, ой, бабочки летают. Все у меня получилось. Значит, сразу скажу, что какие-то крупные, про такие речь не идет. Только маленькие крупные растения хвойные не трогайте от слова совершенно. Не трогайте их. Они спокойно дождутся осени, и тогда мы начнем перетрубации по всему саду, что и как делать. Думаю, мои советы вам помогут, если кому-то срочно надо. Но лучше воздержитесь до прохладных температур хотя бы ниже 20. У нас так получилось. Мне надо было его куда-то пересаживать. Что касается этого сорта туи. Rain Gold. Туя, видите, такая золотистенькая. В маленьком возрасте у нее округлая форма.
даже шарик напоминает. Но потом постепенно она будет расширенный конус. Даже как-то с коникой, с моей, будут они сочетаться. Я постепенно уберу, конечно, хвосты. Уже их тут и слизни у меня поели, и все. А стильбы уберу, потому что, ну, поразрастается. И она будет такой же ширококонической формы. У нее вершина определится. И будет прям парочка красивая. Покажу ближе. Вообще обзор, может, этого сорта сделаю. Может, не буду. Посмотрим, как и что. А сейчас вам обещала бонус. Помните, подойду, покажу, как выглядит сейчас роза Thierry Marx. Спрашивали, хотели на передний, подписчица хотела на передний план ее посадить двухлетнюю, то есть ту, которую я сажала в прошлом году, она первогодка была, второй сезон цветет, ее покажу. И отвечу на вопрос как раз про хвойные, про свои туи пирамидалис аурео. 5 минут назад ответила, что и как. Сейчас покажем, как и что. Ну вот он, Thierry Marx. Вот это одна стрелочка такая, где-то 1,5 метра, 1,40 м. А основная масса куста, и вот это он, а вот это не он, это уже роза Дэнни Хан, такая персиковая. Ну, они очень красиво смотрятся, правда, тут уже отцвели цветочки. Так посадила я Thierry Marx и Дэнни Хан. Розочка вот такого размера, неприхотливая. У меня уже некоторые похватали черную пятнистость, а ей все нипочем. Единственное, в жару она не так выражен, у нее цветок быстро отцветает. Ну, даже вам хотела показать. Быстро отцветает он, и серединка чернильного цвета не так выражена. А вообще этой розой довольна очень. Но на передний план ее не стоит. Она, наверное, больше на вторую линию. Мне-то тут все равно, у меня как бы прогулочная зона такая. И она поэтому хорошо смотрится. Довольно рослая. Видите, какая? 2-й год в моем саду. Чуть-чуть попрохладнее, это она будет невероятно красивая, с чернильной, с такой красивой серединкой. А сейчас про вот эти туи пирамидалис аурео. Видите, какой ярко-салатовый золотистый цвет. Подписчица, значит, как звучал вопрос. Вы не ошиблись? Возможно, это не пирамидалисы, а нано-пирамидалис. Ой, нано-аурео. Не пирамидалис аурео, а нано. Сразу хочу сказать, что я, когда в питомнике покупаю растения, я его покупала с комом. Эти 3 туйки с комом земли метровые. Вот такие. По ним, честно скажу, разницу непонятно, что нано аурео, что пирамидалис аурео. Абсолютно одинаковые. Золотистые, маленькие и немного коническая вершина. Я попросила показать. Я всегда прошу, чтобы мне показали взрослое такое растение. Ну, если есть возможность. Если у вас маленький какой-то магазин или садовый центр и нету где показать вам, посмотрите обязательно в интернете. Маленькое большое растение. Так вот, в более взрослом возрасте, ну, лет в 10 хотя бы, у пирамидалиса, видите, выраженная коническая форма. И как у смарагдов, высота. Сейчас его высота где-то 2,40, 2, может быть, 60. Не знаю. Знаю точно, что у смарагда 3 метра, потому что я когда формировала пирамида его, я использовала 3-метровые планки. Ну и можно сравнить. 3 метра, и это чуть ниже. Так вот, а у нано, аурео нано, у него форма, у этой туи, яйцеобразная. У него, когда он маленький, есть какая-то вершина, а потом более сглаженная. И форма такая, как яйцо.
Не такая пирамидка широкая и узкая, а ну, не кеглеобразная, кеглеобразная больше вытянутая вверх. И вот что еще хотела сказать. Значит, разница какая? По форме цвет хвои такой же самый. Зимой. Зимой мои пирамидалисы слегка меняют цвет, да, как и все туи, немножко блеклая и не такая ярко-салатовая. Кипарисовики ивонны тоже немножко блекнут, хотя они тоже не меняют цвет хвои. Вот, хотела что сказать. Значит, чтобы вы как легко определялись в питомниках, когда сами ходите, растения рассматриваете по названиям. Приставка «нано». Что означает приставка «нано»? Означает карликовый сорт, маленький. То есть он будет нарастать медленно и не больше 2 метров. Так вот, «нано» кипарисовик, ауреа нано, они растут метр, 1,50 м, не больше. Ну, может, до 2 при каком климате, при каких условиях. Может, и наберут 2 метра, а может, нет. Вот, где увидите нано, это значит карликовый сорт. Обычно они или шарообразные, или яйцеобразные формы. Такие туи и растения. У меня был нано кипарисовик, нано грацилис. Собаки мои помогли мне, что его больше нету. Но нано, малюсенький, значит. Что еще хотела сказать? Еще хотела сказать, значит, надо растение хвойное пересаживать. Пересаживайте, но 10 раз подумайте. И вообще про сад, про растения. Сейчас самая хорошая пора начнется, а до осени всего 2 недели, 2 до осени 2 недели. Нам надо все это как-то попытаться запечатлеть, запомнить. Я в прошлом году, 31 августа, выпустила свое первое видео и начала вести канал. Скоро год, как я веду свой канал про свой сад. Я вот сидела там на лавочке и думала, как жаль, что эту красоту никто не видит. А сейчас видите вы все. Я думаю, вам все нравится в моем саду. Чему-то, может быть, я вас полезному смогу научить, подсказать, как и что. В общем, так, если видео было полезно, поставьте лайк. И до встречи в следующем, совсем скоро. Наконец-то, может быть, мы розы будем смотреть. А то за гортензиями нам и некогда. Всего хорошего.